Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе обсуждают сразу несколько важных тем. Как получилось, что выплаты бывшим депутатам в 2025 году достигли рекордных сумм и станут нагрузкой для бюджета? А бюджет – это налоги граждан Германии. Что происходит в агентстве НАТО в Люксембурге и почему расследование затронуло несколько стран? Какие трудности возникли у автогиганта Mercedes-Benz и привели к падению прибыли вдвое? Зачем крупнейшие работодатели требуют изменений правил рабочего времени в Германии? Это хорошо или плохо для работников? И как новая торговая сделка с Соединенными Штатами Америки повлияла на экономику Европы? Разберем эти события по порядку, чтобы понять, какие именно последствия они могут иметь для каждого из нас. Тем, кто хочет быть в курсе новостей из Германии и Европы, можно нажать кнопку подписки, так как новые выпуски не потеряются. Итак, в ближайшие месяцы выплаты бывшим депутатам Бундестага в Германии достигнут рекордного уровня. Эксперты ожидают, что к концу 2025 года на переходные деньги будут потрачено более, внимания, 12,3 миллиона евро. Правом на эти выплаты обладают около 333 человека, ранее работавших в парламенте. Так называемые переходные деньги – это своеобразный финансовый переходной период, который помогает депутатам адаптироваться после окончания мандата. За каждый год службы депутатам платят один месячный оклад, но не более чем в течение 18 месяцев. В 2025 году размер месячного оклада, я напомню, составит около 11 833 евро на депутата, что делает максимально возможную выплату порядка 213 тысяч евро при максимальной длительности. При этом с 10-й недели после ухода из парламента любые дополнительные доходы, будь то из частной деятельности или пенсия, учитываются и частично уменьшают размер данных выплат. Это обеспечит определенную справедливость, но не уменьшает общий объем расходов сверх обычных стандартов. Эксперты отмечают, что текущая система вызывает критику из-за высокой нагрузки на бюджет и относительно короткого срока работы некоторых получателей. Например, депутаты, отработавшие всего 1 год, получают полный месячный оклад, что вызывает дискуссию о целесообразности такой щедрости. В то же время сторонники утверждают, переходные деньги – важная мера финансовой безопасности, которая стимулирует людей работать в парламенте, не опасаясь финансового краха после ухода. Пока выплаты продолжаются в прежнем объеме, ситуация остается сложной, расходы на пособие выходят на существенные уровни и могут продолжать расти в будущем. А дальше новость о том, что в НАТО начало серьезное расследование против сотрудников агентства по закупкам в Люксембурге, выдвинуты обвинения в коррупции и отмывании средств. Представители подозреваются в передаче конфиденциальной информации подрядчикам, в частности, касающейся контрактов на дроны и боеприпасы. В рамках международной операции задержано уже несколько подозреваемых в Бельгии, Нидерландах и Испании. Один из них был арестован в Бельгии, а против других был выдан Европейский орден. Расследование ведет Евроюст совместно с властями нескольких стран. В дополнение к этому вскоре выяснилось, что в сферу подозрений попали и некоторые сотрудники из Великобритании. Их временно отстранили после обнаружения злоупотреблений при предоставлении привилегий в рамках внутренней деятельности блока. Позиция НАТО проста. Агентство само инициировало внутреннее расследование, а сама организация оказывает активное содействие правоохранителям. Генеральный секретарь ратовал за прозрачность и выражал готовность к сотрудничеству с властями всех упомянутых стран. Суммы по контрактам огромны, речь идет о заказах на боеприпасы, стоимость более миллиарда и закупке ракетных систем. Пока точные размеры возможного ущерба не раскрываются, но выявлены подозрения на участие в организованной преступной группе, коррупцию и отмывание средств через фиктивные консалтинговые фирмы. Эксперты считают, что эта ситуация может повлиять на репутацию блока и поставить под сомнение эффективность контроля в международной системе оборонных закупок. Ожидаются дальнейшие аресты и публикации по итогам международного расследования. Дальше следующая экономическая новость в Германии касается серьезных трудностей еще одного автогиганта. Автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о серьезном падении прибыли в
В первой половине 2025 года чистый доход упал с примерно 6,1 до 2,7 миллиарда евро, что на 55,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль до налогов уменьшилась аналогично почти в 2 раза. Компания объясняет резкое снижение сразу несколькими факторами. Во-первых, введенные Соединенными Штатами Америки высокие пошлины на европейские автомобили ухудшили финансовые показатели. Во-вторых, объем продаж снизился, особенно заметно в Китае. К этому добавились расходы на программу повышения эффективности, включая реструктуризацию и оптимизацию структуры расходов. В автомобилях маржа составила лишь 4-6% в 2025 году вместо ожидаемых ранее 6-8%. В ответ автопроизводитель объявил серию мер экономии. Они планируют снизить затраты на производство и фиксированные расходы по 10% до 2027 года, а также оптимизировать закупки материалов. Компания уже согласовала пакет с работниками, включая программу выхода и компенсации для части персонала. Несмотря на сложную ситуацию, Mercedes ожидает, что программа приведет к стабилизации и долгосрочному росту прибыли. Однако в краткосрочной перспективе давление тарифов и слабый спрос сохраняют риски для годовых результатов. А дальше важная новость на сегодня о новой реформе в Германии, которая может коснуться каждого из нас. Президент Ассоциации работодателей Райнер Дулькер потребовал срочной реформы закона о рабочих часах. По его словам, нынешние правила устарели и не учитывают реалии цифровой эпохи. Он предлагает перейти от строгой дневной нормы к недельной максимальной нагрузке. Это даст больше гибкости как сотрудникам, так и работодателям. Дулькер подчеркнул, что текущие нормы были разработаны во времена телекса и дисковых телефонов и не соответствуют современному темпу жизни. Он уверен, нужно применить все возможности, предусмотренные Европейской директивой, чтобы адаптировать национальное право к сегодняшним потребностям. Он не выступает за то, чтобы бесплатно продлевать рабочий день до 13 часов. Его цель – дать людям возможность гибко распределять свое рабочее время, например, взять паузу в середине дня, а потом вечером написать пару писем и все равно добраться на работу в нужное время, но при этом соблюсти нормы отдыха, которые действуют сейчас. Дулькер также заявил, что конкретные модели и детали должны согласовываться между работодателями и профсоюзами, и законодатели должны создать общий рабочий регламент. Важно сохранить свободу соцпартнеров. Компаниям и профсоюзам должно быть позволено создавать гибкие формы сотрудничества, если они достигнут соглашений в интересах работника и бизнеса. Такое предложение вновь поднимает старый спор, союзы выступают против ослабления защиты сотрудников и предупреждают о рисках для здоровья при чрезмерной нагрузке, тогда как экономика стремится к повышению эффективности и адаптации к новым форматам работы. И это еще не все. Следующая новость касается того, что ЕС несет серьезные финансовые потери. После долгих торгов Европа и Соединенные Штаты Америки согласовали новое торговое соглашение. На большинство товаров из Европы в Соединенные Штаты Америки теперь будет установлен единый тариф в размере 15%. Это существенно выше прежнего минимального уровня, но ниже угрозы в 30%, которую могли ввести в качестве ответа. Считалось, что соглашение принесет стабильность в двухстороннюю торговлю и поможет избежать эскалации. Однако критики сразу заявили, что сделка в большей степени выгодна именно американской стороне. Европейские лидеры и отраслевые союзы называют соглашение односторонним и указывают, что компромисс вреден для европейской экономики. Они подчеркивают, что Брюссель согласился на серьезные уступки, не получив взамен достаточных гарантий поддержки собственных отраслей. Экономисты предупреждают, даже такой умеренный тариф обернется финансовыми потерями для промышленных компаний. По оценке аналитиков, требования компенсации могут достигнуть, внимание, до 6,5 миллиардов евро. Речь идет о выручке и марже предприятий, особенно в автомобильном секторе. Правительство утверждает, соглашение позволило избежать торговой войны, улучшить прогнозируемость в экономике и дать время подготовиться. При этом эксперты отмечают, что Еврокомиссия отказалась от ранее намеченных ответных мер, что обеспечило слабую переговорную позицию и ослабляет влияние блока в будущем. Цитата: «Мы получили не победу, а минимально возможный результат в сложных условиях», заявил высокопоставленный политик от имени руководства ЕС.
Другие комментаторы сравнивали соглашение с односторонним документом, напоминающим договоры прошлых столетий, когда экономика одной страны оказывалась в менее выгодном положении. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.